Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня готовлю очень красивый и вкусный торт решето на заварном тесте и с нежным кремом. На мой взгляд, этот торт получается еще вкуснее, чем Карпатка и Наполеон. А готовится он быстро и просто. Таким тортом вы украсите любой праздничный стол. Я уверена, все будут в восторге. По вкусу он как самое нежное мороженое пломбир. Торт получается такой нежный, такой вкусный. В рецепте я использую сливочную карамель, но ее можно заменить вареной сгущенкой. Так тоже будет очень вкусно. Друзья, подписывайтесь на мой кулинарный канал Люда Easy Cook и обязательно включите колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых рецептов. Для приготовления крема мне понадобится молоко вливаю в сотейник, и его надо довести почти до кипения. В миску всыпаю сахар, крахмал, перемешиваю. Также добавляю соль, добавляю яйца. Хорошо все перемешиваю до однородности, чтобы не было комочков. Молоко почти закипело. И часть горячего молока вливаю в сахарно-яичную смесь. Интенсивно перемешиваю. Оставшееся молоко возвращаю на плиту. И вливаю сюда полученную смесь, все время помешивая. И теперь варим заварной крем до того момента, как он загустеет и закипит, все время помешивая, чтобы крем не подгорел. Крем уже загустел, пошли пузыри, посмотрите. Крем снимаю с плиты. Продолжаю размешивать в кастрюле, так как она горячая. И здесь еще идет процесс приготовления. Посмотрите, какой получился крем. Очень гладкий, шелковистый, без единого комочка. Добавляю 2 чайные ложки экстракта ванили. Конечно, вместо экстракта ванили можно использовать ванильный сахар. Перемешиваю. Переливаю в миску. Закрываю миску пищевой пленкой. Причем пленку опускаю прямо в контакт с кремом, чтобы не образовывалась корочка. Оставляю его до полного остывания. Для приготовления сливочной карамели мне понадобится в сотейник с толстым дном всыпаю сахар. И будем готовить сахарную карамель. Сахар должен расплавиться и стать красивого золотистого коричневого цвета с приятным ароматом карамели. Также я сейчас прогрею сливки. Можно сливки прогреть в отдельном сотейнике на плите. Я буду это делать в микроволновке. Прогреваем сливки, чтобы они стали горячими, но они не должны закипеть. Сахар у меня уже начал плавиться. Можно понемногу его перемешивать лопаткой, чтобы сахар плавился равномерно. У меня карамель получается вот такого красивого янтарного цвета. И весь сахар уже расплавился. Здесь очень важный момент. Не перепалить карамель, иначе она получится горькой. Плиту я уже выключила. Вливаем в карамель горячие сливки. И действуем очень аккуратно, потому что когда мы вольем сюда сливки, начнется сильное шипение. Интенсивно все перемешиваю. Плита у меня уже выключена, как я сказала. Добавляю соль и добавляю сливочное масло. Перемешиваю. Чем гуще вы хотите получить сливочную карамель, тем меньше добавляйте сливок. И наоборот, если вы хотите, чтобы у вас получился фактически такой сливочный карамельный соус, тем больше добавляйте сливок. Карамель у меня готова. Чтобы карамель быстрее остывала, я ее перелью в отдельную мисочку. После того, как карамель остынет, она больше загустеет. Закрываю сверху пищевой пленкой, причем пленку опускаю прямо в контакт, для того, чтобы не образовывалась сверху корочка. Оставляю до полного остывания. Для приготовления заварного теста мне понадобится
В сотейник вливаю воду, добавляю сливочное масло и соль. Эту смесь надо довести до кипения. Муку надо заранее просеять. И всыпаем просеянную муку в закипевшую смесь. И сразу очень интенсивно лопаткой завариваем тесто. Тесто должно собраться в один единый ком, стать таким гладким, однородным. И на дне кастрюли образуется легкий налет. Обязательно хорошо все перемешиваем. Посмотрите, буквально за 1 минуту вся мука заварилась. Тесто стало вот таким гладким, собралось в один ком, и на дне кастрюли образовался налет. Перекладываю тесто в миску. Немного его вот так раскрою, чтобы выходил лишний пар. Сейчас прямо в горячее тесто я буду добавлять по 1 яйца и хорошо вымешивать. Отправляю первое яйцо в тесто и хорошо перемешиваю. Только после того, как хорошо вмешали первое яйцо, добавляем следующее. Я хорошо вмешала 3 яйца. 4-е я буду добавлять постепенно. Я его разболтаю вилкой. Очень важно, чтобы яиц не получилось слишком много, чтобы тесто не получилось жидким. Я добавляю примерно половину яйца и хорошо перемешиваю. И сейчас я проверю консистенцию теста. Оно должно лениво стекать с лопатки и образовывать язычок. Вот такой. Тесто получилось как раз идеальным. У меня ушло в него 3,5 яйца. Тесто я перекладываю в кондитерский мешок. Я использую простую круглую насадку диаметром 0,5 сантиметра. Можно просто у кондитерского мешка срезать носик. Подготовлю пергаментную бумагу, на которой буду выпекать коржи. У меня здесь тарелка диаметром 21 сантиметр. Черчу круг. И делаю также второй. У меня на одном листе будет выпекаться 2 коржа. Бумагу переворачиваю. И теперь выдавливаю тесто сначала по кругу, а теперь делаю решетку. Сначала полоски. Расстояние между полосками у меня получается примерно 2 сантиметра. Так как это тесто, конечно, во время выпечки будет увеличиваться в объеме. И теперь провожу полоски поперек. И точно так же формую второй корж. Коржи аккуратно перетягиваю на противень и отправляю выпекаться в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 18-20 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Противень я ставлю на средний уровень, включен верх и низ. Пока выпекаются первые коржи, я формую следующие. Первые 2 коржа испеклись, и я их перетаскиваю на решетку. Они очень легко снимаются с пергаментной бумаги. Вот такие очень классные коржи получились. Оставляю их остывать и сразу же отправляю выпекаться следующие. Всего из данного количества ингредиентов у меня получилось 5 коржей. Сливочное масло перекладываю в миску. Хорошо взобью масло примерно в течение 4-5 минут в пышную светлую массу. Также миксером немного перемешаю заварной крем, чтобы его легче было соединять с маслом. Понемногу соединяем заварной крем с маслом. Первую часть заварного крема добавляем совсем небольшую, чтобы сравнять температуру масла и крема. Крем стоял у меня в холодильнике, поэтому он чуть более холодный, чем масло. Таким образом, заварную основу я добавляю где-то в 4-5 приемов. И благодаря этому крем получится пышный, красивый и хорошо застынет в холодильнике. Сейчас добавляю всю оставшуюся заварную основу. Какой просто великолепный, красивый, вкусный крем получился. Остывшую сливочную карамель перекладываю в кондитерский мешок. Откладываю часть крема, чтобы потом промазать бока
и украсить торт. Собираю торт. Первый корж выкладываю на тарелку. И также сразу я определила, какой корж самый красивый, оставлю его для верха. Снизу под корж подкладываю кусочки пергаментной бумаги. Немного снизу промажу корж, чтобы он не ездил по тарелке. Теперь сверху выкладываю четвертую часть крема. Разравниваю. Заполняю кремом все пустоты. Теперь сверху выкладываю следующий корж. Прижимаю. У кондитерского мешка с карамелью срезаю небольшой носик. И теперь небольшим количеством карамели наполняю вот эти пустоты. И сверху крем. Распределяю его аккуратно. Выкладываю следующий корж. Также заполняю пустоты карамелью. Промазываю кремом. Выкладываю следующий корж. Теперь вверх я просто промазываю кремом, без карамели. И также оставшимся кремом я промазываю бока торта. Сверху выкладываю последний, пятый корж. Прижимаю. Тоже совсем чуть-чуть вот таким образом промазываю. Я не хочу этот верхний корж сильно промазывать, просто чтобы он соединился с остальными коржами. Бока торта я буду украшать миндальными лепестками. Я их немного обсушила на сухой сковороде. Немного их вот таким образом измельчаю и обсыпаю бока. Теперь я аккуратно убираю кусочки пергаментной бумаги. Вот такой красавчик торт уже получился. И сейчас я только заполню вот эти пустоты, оставшиеся карамелью. И сейчас мой торт я отправляю в холодильник для пропитки и стабилизации крема. Примерно на 5-6 часов. Торт я достала из холодильника. И теперь сверху осталось его присыпать сахарной пудрой. Торт получается очень нарядный, по-настоящему праздничный. Рекомендую заранее доставать из холодильника перед подачей к столу примерно минут за 15-20. Я желаю всем приятного аппетита и приятного просмотра. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Easy Cook, чтобы не пропустить новые интересные рецепты.